Друзья, приветствую вас. Недавно одна моя подруга попросила совет в принятии важного жизненного решения. И я вспомнил, что как раз незадолго до этого я читал отличное письмо Хантера Томаса своему другу, который в свою очередь попросил его о важном жизненном совете. Мне оно очень понравилось, оно мне показалось очень глубоким, и я его решил для вас перевести. И, возможно, кому-то оно послужит компасом в принятии этих самых важных жизненных решений. На момент написания этого письма Хантеру Томасу было 22 года. Это очень молодой возраст, и забегая наперед, скажу, что он застрелился в 67. Хантер Томас был очень неординарной личностью. Например, он считался основателем гонзо-журналистики. Именно он автор «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Из еще интересных фактов из его биографии — это однажды он баллотировался на роль шерифа в своем округе, и одно из пунктов его программы было переименование города Аспен в город Жердяев, для того, чтобы отпугнуть инвесторов от застройки этого города. Сам факт его суицида произошел у него дома, в то время как он разговаривал по телефону с женой, и в это же самое время у него дома гостили его сын с его семьей. И на свои похороны он хотел устроить вечеринку для своих друзей, и поэтому его желание было, чтобы его прахом выстрелили из пушки на похоронах. И, в общем-то, так это на самом деле и произошло. Вся эта церемония обошлась в $3 миллиона, и оплатил ее Джонни Депп. Вот, очень, на самом деле, неординарная личность. Если вам интересно, вы можете почитать больше. Но это письмо, оно действительно очень глубокое, и, я считаю, несет ценность. Я, конечно, знал, что вы не будете его читать, и точно вы не будете слушать мой томный голос, если его буду читать я. Поэтому я попросил настоящего мастера, моего друга Кира, чтобы он зачитал его. А вам предлагаю расслабиться и послушать. Поехали! Дорогой Хьюм, ты просишь совет. Ох, насколько же это присущая человеку и опасная вещь. Ведь давать совет человеку, который спрашивает, что ему делать со своей жизнью, является собой что-то очень близкое к эгоцентризму. Ведь только дурак возьмет на себя смелость дрожащим пальцем указывать человеку правильное направление и праведную цель. Я не дурак, но я ценю твою искренность в прошении моего совета. Поэтому прошу тебя, пока ты слушаешь, что я говорю, помни, что каждый совет – это лишь продукт человека, дающего его. Что правда для одного может быть катастрофой для другого. Я не смотрю на жизнь твоими глазами, а ты не видишь ее моими. И если бы я пробовал дать тебе конкретный совет, это было бы сродни тому, что слепой указывает дорогу слепому. Быть или не быть – вот в чем вопрос. Достойно ли смиряться под ударами судьбы, или надо оказать сопротивление и в смертной схватке с целым морем бед покончить с ними? И действительно, в этом вопрос. Болтаться на волнах или плыть за целью – это выбор, который сознательно или нет каждый из нас должен когда-нибудь сделать. Так мало людей понимают это. Вспомни, любое решение, которое тебе доводилось принять касаемо своего будущего, я могу ошибаться, но я не представляю, что это может быть, если не выбор между двумя вещами, которые я упомянул – болтаться или плыть.
Но почему бы и не болтаться, когда у тебя нет цели? Это уже другой вопрос. Бесспорно, лучше болтаться на волнах и получать удовольствие, чем плыть в неопределенность. Так как же человек находит цель? Не замок в небесах, а настоящую и ощутимую цель. Как человек может быть уверен, что он в погоне не за соблазняющей карамельно-конфетной целью, которая окажется безвкусной и пустой? Ответ и в каком-то смысле трагедия нашей жизни в том, что мы пытаемся понять цель, а не человека. Мы устанавливаем цели, которые требуют от нас определенных вещей, и мы делаем эти вещи. Мы подстраиваемся под требования невалидной концепции. Когда ты был ребенком, предположим, ты хотел стать пожарным. Я с большой уверенностью могу сказать, что ты больше не хочешь стать пожарным. Почему? Потому что твой угол обзора изменился. Не пожарный изменился, а ты. Каждый человек – это сумма его реакций на ситуации. С накоплением опыта из этих ситуаций мы становимся другими людьми, и, соответственно, наш угол обзора меняется. Этот процесс не останавливается. Каждая реакция – это процесс обучения, и каждый существенный опыт меняет угол обзора. Поэтому выглядит глупым, не так ли, подстраивать наши жизни под требования цели, которые мы ежедневно видим под разным углом? Как мы вообще можем надеяться получить что-либо, кроме стремительно развивающегося невроза? Ответ поэтому вообще не должен содержать в себе упоминания о каких-либо целях. Потребовалось бы бездна бумаги, чтобы раскрыть эту тему. Одному Богу известно, как много книг было написано о смысле жизни и тому подобного, и один только Бог знает, сколько людей сломали голову над этим. Так чтобы было бы абсолютной бессмыслицей мне пытаться преподнести лаконичный ответ, и я буду первым, кто признает мое полное дилетантство в сокращении смысла жизни до 1 или 2 абзацев. Я буду избегать слова экзистенциализм, но ты держи его в уме как своего рода ключ. Попробуй почитать «Бытие и ничто» Жан-Поля Сартра или «Экзистенциализм» от Достоевского до Сартра Вальтера Кауфмана. Это просто предложение. Обходи их стороной, если ты доволен тем, кто ты есть и что ты делаешь, но вернемся к ответу. Как я сказал, отдавать наши судьбы на вещественные цели будет, мягко говоря, неразумно. Поэтому мы не стремимся быть ни пожарными, ни банкирами, ни полицейскими, ни докторами. Мы стремимся просто быть собой. Но не пойми меня неправильно. Я не имею в виду, что мы не можем быть пожарными, банкирами или докторами. Нет. Только то, что мы должны ставить цели, соответствующие индивиду, а не заставлять индивида соответствовать цели. В каждом человеке наследственность и среда объединились, чтобы создать существенно определенных способностей и желаний, включая глубоко укорененную нужду функционировать в ключе, в котором это будет наполнено смыслом. Человек должен быть кем-то. Он должен что-то дозначить. Поэтому, как по мне, формула выглядит примерно так. Человек должен выбрать путь, который позволит его способностям работать максимально эффективно на удовлетворение его желаний. На этом пути он удовлетворяет свою потребность, придавая себе идентичность, функционируя в определенном ключе к достижению цели. Избегает подавления своего потенциала, выбирая путь, который не накладывает ограничения на его саморазвитие. И он избегает ужаса погони за целью, которая меркнет и теряет свой шарм по мере приближения к ней. Вместо того, чтобы прогибать себя по требованию цели, он склонил цель к соответствию его личным способностям и желаниям. Короче говоря, он не посвятил свою жизнь достижению какой-то заранее определенной цели, но выбрал образ жизни, которым, как он знает, он будет наслаждаться. Цель здесь абсолютно вторична. Действие, ведущее к цели, процесс – вот что имеет значение. И звучит смешно, что я должен говорить об этом, но человек должен действовать по своему выбору, потому что позволить другому человеку определять твои собственные цели и стремления было бы сродни отказу от одного из самых важных аспектов жизни – решающего проявления воли.
которая делает человека индивидуальностью. Предположим, у тебя есть 8 путей, к которым ты мог бы следовать. И представим, ты не видишь никакого реального смысла в следовании ни одному из них. В таком случае, и в этом суть всего, что я сказал, ты должен найти 9-й путь. Естественно, это не так просто, как звучит. Ты жил относительно ограниченную жизнь, поэтому легко понять, почему ты чувствуешь себя подобным образом, но тот, кто медлит в своем выборе, неизбежно окажется в ситуации, когда обстоятельства сделают выбор за него. Если после этого ты относишь себя к числу разочарованных, у тебя нет выбора, кроме как принять вещи как есть, или всерьез взяться за поиск альтернативы. Но остерегайся поиска цели. Ищи образ жизни. Реши, как ты хочешь жить, а потом подумай, что ты можешь сделать, чтобы обеспечить себе такой образ жизни. Но ты скажешь: я не знаю, где искать, я не знаю, куда смотреть, и в этом вся суть. Стоит ли бросать то, что я имею, в поисках чего-то лучшего? Я не знаю, стоит ли, и кто может принять это решение, если не ты. Но даже решая искать, ты уже делаешь большой шаг к принятию решения. Если я сейчас не остановлюсь, то окажется, что я написал книгу. Я надеюсь, что это не так запутанно, как выглядит на первый взгляд. И, конечно, помни, что это мой способ смотреть на вещи. Я в целом думаю, что он достаточно широко применим, но ты можешь считать иначе. Каждому из нас следует выработать свое кредо. Это просто является моим. Если что-то из этого кажется непонятным, дай мне знать. Я не пытаюсь отправить тебя на поиски Валгаллы, а пытаюсь лишь дать понять, что вовсе не обязательно довольствоваться тем, что преподносит тебе жизнь. Всегда есть нечто большее. Никто не обязан делать то, что он не хочет делать до конца своей жизни. Но опять же, если это то, чем все закончится, всеми силами убеди себя, что ты должен это сделать. И у тебя будет большая компания. На этом все. Пока я не услышу от тебя снова, остаюсь твоим другом, Хантер.